Позвольте представить вам серию видеороликов, посвященных азам экономической теории. На первый взгляд, экономика предстает в виде хаотичной системы, в которой многие явления определяются цепью случайностей. Соответственно, не существует ни логики, ни субординации экономических процессов. Но такое заключение справедливо лишь при поверхностном рассмотрении экономики. На самом деле современный капитализм имеет внутреннюю логику развития, которая определяет ее природу со всеми ее язвами и противоречиями. Нужно только понять данную логику, позволяющую дать ответы на многие вопросы, включая пределы развития капиталистической системы и возможности ее трансформации в будущем. Казалось бы, в настоящее время существует масса современных учебников по экономической теории, рекомендованные для изучения в институтах и университетах. И в них все уже написано и разжевано. Так давайте посмотрим на самые выдающиеся из них. Например, «Экономика» лауреатов Нобелевской премии Самуэльсона и Нортхауса, переведенного на 41 язык, где капитализм определяется как наиболее эффективная система хозяйствования, которая способна привести страну в когорту развитых при условии следования принципам рыночной экономики. Авторы считают этот тип хозяйствования настолько эффективным, что избегают темы экономических кризисов. Более того, понятие экономического кризиса вы не найдете в глоссарии книги. Мы можем рассмотреть другие, не менее известные учебники по экономике. Например, «Экономикс» американских ученых МакКоннелла и Брю, где рыночная система противопоставляется командной и, разумеется, является более эффективной, так как свобода предпринимательства и рынок заставляют более эффективно использовать ограниченные ресурсы. Под эффективностью же понимается максимизация благосостояния, проще говоря, прибыль. Следует отметить, что данные авторы также не замечают присущих капитализму периодических экономических кризисов. Как же разглядеть их, коль капитализм совершенен? Ведь в противном случае рушится вся логика превосходства и эффективности рыночной системы. Тогда как же объяснить периодичность экономических кризисов, которые случаются раз в 8-10 лет? Что, кстати, подтверждается и Национальным бюро экономических исследований США. Опираясь на которую, можно увидеть, что за последние более чем 150 лет наблюдений почти на полвека приходится падение производства, еще лет 25 на восстановление. Таким образом, за весь период наблюдений половина времени экономика просто бултыхалась. И где же здесь эффективность рыночной системы? Авторы подобных учебников пытаются каждый кризис объяснить как отдельное, случайное событие, чаще всего привнесенное извне. Например, неумелым управлением, коррупцией, войной, санкциями, солнечными пятнами. Это не шутка. Короче, чем угодно, но главное — это не присуще системе. Через несколько видеороликов мы покажем, что это не так, и что кризисы есть следствие развития капиталистических противоречий. Разумеется, существуют еще советские учебники по политэкономии, в которых многие противоречия капитализма разъясняются максимально объективно. Но такие учебники не рекомендуют в образовательных целях, и их уже практически не отыскать в библиотеках. Чтобы понять, почему в разных учебниках и книгах могут быть столь противоположные точки зрения на, казалось бы, очевидные и понятные явления, следует выделить важный фактор, влияющий на экономическую теорию и составляющий ее неотъемлемую часть — идеологию. По признанию многих ученых, экономическая теория есть противоречивое единство идеологии и науки. В качестве идеологии экономическая теория не ставит цели исследовать объективную экономическую реальность. В этом ключе у нее другая функция — защита интересов своего подопечного, социальной группы, класса или общества. Таким образом, при изучении экономической теории следует выделить две главные функции. Познавательная функция состоит в том, чтобы всесторонне изучить формы экономических явлений и познать их внутреннюю сущность, что позволяет открыть законы, по которым развивается экономика. Идеологическая функция — это подмена или фальсификация присущих науке критериев истинности. Как известно, человек является носителем навязанных извне знаний, стереотипов, общественных предрассудков, поэтому научное познание как бы интерпретируется через призму восприятия исследователя, обогащается его субъективным видением и часто искажается. Итак, реализация идеологической функции может быть неосознанной по причинам, указанным выше. Однако чаще эта функция реализуется целенаправленно, так как идеология необходима для господствующего класса, прежде всего для социального контроля и подчинения, разрешения конфликтных ситуаций и, главное, для борьбы за власть.
Теперь вы догадываетесь, чьи интересы прежде всего представляют авторы учебников, о которых мы говорили выше? Правильно, капиталистов. Рыночная экономика для них — это совершенно естественная среда для человека. Не зря же многие из представителей так называемого «экономикс» пытаются доказать эффективность рыночной системы, при которой у всех равные возможности, отсутствует всякая эксплуатация и нет классовой структуры общества. Кризисы в таком строе невозможны. Конечно, существует несправедливость, кто-то богатый, а кто-то нищий. Но в этом виноват сам нищий. Он не хочет работать или заниматься бизнесом, как, кстати, поучают наши чиновники людей, недовольных низкими зарплатами. Итак, мы хотели бы противопоставить экономикс, или, как называют сегодня это направление, мейнстримом, основным потоком, классическую, марксистскую политэкономию. Ведь именно Карлу Марксу в знаменитом труде «Капитал» удалось показать основные противоречия капитализма, вскрыть невидимые законы, по которым он развивается. Придерживаясь методологии Маркса, его последователям удалось существенно продвинуться вперед, а именно объяснить природу финансового капитала и политики империализма как высшей стадии капитализма, приведшей ни много ни мало к 2 мировым войнам и десяткам миллионов погибших людей. Сегодня капитализм никуда не исчез. Он стал сложнее и коварнее. Пройдя этапы финансиализации и глобализации, мы стали свидетелями неоимпериализма. Это включение практически всех стран в единую мировую экономику, где небольшое количество развитых государств могут эксплуатировать оставшееся большинство, подчинять их экономике для дальнейшего накопления капитала. Итак, капитализм стал глобальным. Ему некуда расширяться, и, остановившись в агонии перед новым кризисом, он неистово ищет пути спасения. Как всегда, за счет давления на трудящихся, дальнейшего обнищания масс и развязывания новых войн. Однако, пока наша задача понять фундаментальные законы, по которым развивается капитализм. Для этого следует придерживаться познавательной функции, отвергая всякую идеологию. В следующих роликах мы будем рассматривать самые простые категории, постепенно усложняя их и приближаясь к современной экономике. Данный путь, разумеется, непростой. В этом движении следует опираться на диалектическую методологию, как всестороннее и богатое содержанием учения о развитии, где развитие, писал Ленин, есть повторяющие пройденные уже ступени, но повторяющие их иначе, на более высокой базе. Развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии. Развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное. Именно диалектический подход позволяет раскрыть сущность капитализма, его основные противоречия, присущие ему границы развития и необходимость перехода капиталистического общества в качественно иное общество без эксплуатации.